Ахой, комрады! Доброго вам времени суток, с вами Муромец, а сейчас мы поговорим о новом фильме-катастрофе «Падение Луны». С момента, как я увидел трейлер, я понял две вещи. Это фильм про космос и это жуткий трэш. Для меня было удивительно, что в такой картине снялась Холли Берри в главной роли. Но поскольку я смотрю любую фигню про космос, не смог пройти мимо и этого проходника. Вы знаете, фильм меня и удивил, и огорчил одновременно. Чем же удивил? Была взята конспирологическая теория пустотелой Луны. Секта свидетелей рептилоидов рукоплещет стоя. А огорчил монтаж и способ подачи происходящего. Ну и опять же, сплошная магия и волшебство в научной фантастике. Как обычно, от незнания совершенно элементарных вещей. Да, не забываем жать кнопки подписки и другие кнопочки под видео. Задабриваем алгоритмы Ютуба. На случай, если отрубят, ссылки на другие соцсети в описании. К фильму. Сюжет у него довольно простой и незатейливый. Американские космонавты, хотя стоп, у американцев астронавты, это в России или СССР были космонавты, мы летали в космос. А они к звездам, правда, ни до одной не долетели, но амбиции заявлены четко. Так и вот, астронавты сталкиваются с чем-то неизведанным во время ремонта спутника. Гибнет один член экипажа, а остальные два благополучно возвращаются на Землю. Спустя много лет Луна внезапно сходит с орбиты и берет курс на столкновение с Землей. Доблестный маргинал, опущенец и моралистка садятся в музейный экспонат и летят к центру Луны, чтобы победить то, чего они не понимают. Так сказать, сделать пук в луже перед смертью. И в итоге чудесным образом спасают человечество. Ой боже, даже в кратком изложении это звучит тупо. С этим фильмом вот все не так. Причем с самого начала. Авторы хотели добавить драмы, типа пилот посадил шаттл без электроники вручную, а его потом оболгали и опустили на социальное дно как главного виноватого. Он герой, а с ним так поступили, чтобы скрыть правду. Вот только зрителю забыли сказать и показать его героический поступок. Мы не сопереживаем, так как не видели эту посадку, не осознали сложность ситуации. Нас просто в середине фильма перед фактом поставили, мол, это так. Про маргинала. Чувак с тараканами в голове. Бегал и приставал ко всем со своими теориями пустой Луны, являющейся ковчегом для пришельцев. Местный городской сумасшедший, который случайно оказался прав, причем безошибочно во всем. Предсказательница Пифи, не иначе. Моралистка Холли Берри. Весь фильм поступает правильно и читает всем нотации, когда они поступают неправильно. Капец душная женщина, она даже в конце не дала герою помереть геройской смертью в джихад-звездолете. Начала с ним спорить за право удостоиться этой чести. Всегда умилял это в американских фильмах, все герои такие герои, что как речь заходит о геройской смерти, то желающих больше, чем вакансий. Они в некоторых фильмах даже дерутся ради таких почестей. Смех да и только. Про ляпы этого фильма можно говорить бесконечно, поэтому расскажу только про некоторые. Как обычно в фильмах-катастрофах, авторы пытаются показать очень много событий в очень сжатом хронометраже. Это ведет к тому, что ты видишь калейдоскоп нарубленных сцен, которые ты не успеваешь прочувствовать. Простой пример. Нам показывают смотрителя секретной информации, который хочет застрелиться. В следующем кадре он говорит с моралисткой, она его душит упреками, на что он оправдывается приказом и уходит самоубиваться. Кто это? Почему мы должны его пожалеть? У него экранного времени было 1,5 минуты. Я не могу почувствовать его драму. Да и нафига его вообще нам показали? Вот загадка, а? В
полный рост стоит проблема монтажа. Иногда персонажи фильма просто телепортируются из одной сцены в другую, на лету меняя одежду. Вездесущие вертолеты, как склейка нелепых телепортов и затычка в сценарных дырах. Эти летуны по заказу НАСА черта лысого из-под земли достанут. Им говорят привести героя, способного пилотировать шаттлом без компа. Они берут под козырек и без поисков летят прямиком в мотель, где тот нас ездить чудиков-конспирологов спит после водных процедур от местного цунами. Откуда они знали, что он там? Наверное, у пилота, как у голубей, есть внутренний навигатор на цель. Они даже безошибочно номер определили, не посещая ресепшн. Тупо с крыши спустились к нему на этаж и вежливо постучались в дверь. Кстати, НАСА ведут себя как ЦРУшники или ФБРовцы, ну или фиг знает, как там у них такие секретные службы называются. Летают, выцепляют людей, мол, национальная безопасность, все дела. Мне понравилось, как директор, увидев пришельцев, просто послал всех нафиг и ушел. Моралистка, как обычно, надавила на совесть, и тот ей отдал свой бейджик. На, говорит, теперь ты директор. Офигительная история. Все ее сразу слушаться стали, причем не в кавычках, а реально. Военные там вообще отдельно. Эти отморозки решили при входе Луны в атмосферу расстрелять ее ядерками. Вот только непонятно, как это может помочь им спастись. Большими или маленькими кусками, но вся масса все равно упадет на Землю. И всех вдруг озаботила ядерная зима, как будто это страшнее того, что уже происходит. Там фейспалмом можно лицо отбить, когда моралистка убеждает своего мужа, совершенно случайно генерала, задержать обстрел ракетами, как обычно давила на совесть, говоря чепуху. Про взлет через цунами на музейном экспонате с поломанным двигателем — это отдельная песня. Залетели они внутрь Луны, а там в центре белый карлик. Я хз, как наши астрофизики могли не заметить гравитационную аномалию. Белый карлик — это все-таки суперплотная остывающая звезда. И наши герои спокойно рядом там летают, не испытывают никаких проблем. Это сложно даже описать, не ругаясь. Там нет проблем с температурой, радиацией и даже гравитацией. Но самое обидное, что у авторов нет проблем с элементарной житейской логикой. Ну блин, открой ты педивики, прочти 3 строчки, чтобы понять, что так нельзя. Я уже молчу о том, что надо бы проконсультироваться у специалиста. Бюджет фильма $140 миллионов, а тебе бесплатно любой учитель астрономии может башку вправить. Ну а теперь, как нам это объяснили? Типа наши предки были очень сильно развиты технологически. В какой-то момент у них взбунтовался искусственный интеллект и истребил человечество. Перед полным уничтожением, в попытке себя спасти, люди создали эту Луну и зародили жизнь на Земле подальше от боевых действий. Ну, как бы звучит банально, но не сказать, что сильно плохо. Другой вопрос, почему нельзя было это все снять нормально и без идиотии? Например, это все хорошо зашло бы как стёб над не очень умной конспирологической теорией. Такой нельзя показывать на серьезных щах. Режиссер у этого высера Роланд Эммерих. Тот человек, что снял «Звездные врата», «Патриот», «13-й этаж» и самое главное «День независимости» и «Послезавтра». 2 последних — это ведь тоже фильмы-катастрофы, причем хорошего качества. Что же с этим человеком стало на старости лет? Ладно, хоть религиозных отсылок не делает, как некоторые. И на том спасибо. В общем, подписываемся, пишем комменты, жмем кнопки, а данное кино крайне не рекомендую к просмотру. Уж больно оно на дебилов рассчитано. Всем добра, всем пока, увидимся на полях сражений.